Добрый день на тропическом острове. Сегодня у нас 10 февраля, и это четвертая неделя после того, как мы начали строительство и подписали контракт на постройку двуспального дома. Что за это время нам удалось сделать? Я сейчас переключу камеру, чтобы было лучше видно. Итак, это общий план того участка, на котором мы строим дом. Здесь, как видите, пока что полный беспорядок в плане мусора и всего такого прочего, но, тем не менее, контуры будущего дома уже вырисовываются. Вот здесь свободный пока что от застройки участок. По логике здесь должен быть второй такой же дом. Они будут обращены лицом друг к другу. В первый день что произошло? Вырыли ямы под заливку бетонных опор, заложили арматуру, залили фундамент опор. Ну и дальше в такой же логике залили столбы опор, сделали обводку фундамента, положили плиты, сделали стяжку потом, или как это правильно называется. Со стороны это будет выглядеть примерно так. На сегодняшний день уже, как видите, положили кровлю крыш, основная крыша, и вот маленький козыречек, тоже сегодня его практически доделали. Сейчас идут работы по наложению штукатурки. Ну, моя бабушка, конечно, бы не одобрила такой метод. То есть в ее логике нужно было бы, конечно, наложить сначала дранки, замесить глину на конском навозе, ну и потом... Ну, откуда у нас тут конский навоз? В общем, будем довольствоваться компромиссами. И, в общем-то, я к ним готов. Да, вот здесь уже сделали штробирование как внутри, так и снаружи. Вот вывели. Это подводка воды в гостевую ванную комнату. Там будет независимая подводка воды на кухню. Вот ее видно. И с той стороны такая же подводка во вторую ванную. По проекту у нас было 2 септика и 3 колодца, сливных колодца. Мы немножечко переиграли. Во-первых, мы переиграли расположение септиков и колодцев. То есть они должны были идти с обоих сторон. Мы их убрали в это мертвое пространство между границей участка и стеной дома должно быть 2 метра. Здесь с этой стороны также отступ 2 метра от границы участка. То есть мы в это пространство поместили 2 септика и 4 сливных колодца мы сделали.
Идем дальше. Это заднее крыльцо, вот арматура под него видна. Здесь будет маленькое крылечко. По логике здесь поставим стиральную машину. Заложили вывод электророзетки. Это задняя дверь. Она высокая, широкая достаточно. Я планирую поставить на нее электронный замок. Для чего я это делаю? Если вдруг я буду сдавать этот дом на платформах бронирования, то, например, можно воспользоваться этим электронным замком при заезде в гостей, просто сообщать им код, чтобы они самостоятельно могли зачекиниться. Вот это я вам показываю сейчас кухня. Окно одно в кухне, окно второе. Вот здесь коммуникации, слив воды. Будет здесь стоять нагреватель проточный. Вот выведено электричество под него, будет выведено. И, соответственно, он будет нагревать воду. Зеленая горячая вода и холодная вода будут смешиваться. Ну, то есть смеситель поставлен, чего обычно в тайских домах не делается. Здесь у нас электрощиток. Вот они перед тем, как штукатурить, вот эти штробированные участки, они закрывают металлической сеткой, армируют. Уже привезли нам плитку. Мы заказали. Мы выбрали светлых тонов в мраморных разводах. Это гостевая ванная. Вот она пока что в таком виде. Здесь будет умывальник стоять. Здесь вот слив. Здесь унитаз. Соответственно, санитарные, бог его знает, как это назвать, чтобы это было культурно, чтобы подмывать пятую точку. Слив для душа и подводка воды для душа. Тоже здесь будет проточный водонагреватель. Вот под него заложено электричество в будущем. Это будет закрываться, то есть эта стенка, вот она, я сейчас покажу. Немножко как-то странно это в проекте, но тем не менее так. Здесь будет еще закладываться, то есть как бы получится двойная стенка здесь. Вот они исправили, вывели это сюда. Соответственно, здесь тоже стенка будет двойная. Что я хочу сделать, то есть заложить это до какого-то уровня полностью, сделать утопленные ниши для того, чтобы там ставить шампуни, кондиционеры и все такое прочее. И вот у нас окно в ванной комнате. Небольшая такая бойница. По проекту у нас было 2 окна. Но, в общем, они были на такой высоте, что в общем, перекрывался доступ к этим окнам, перекрывался бы просто стойкой душа, он бы перекрывался. Поэтому мы решили от одного окна избавиться, оставить только одно окно. И, соответственно, когда мы поставим дверь, ширина здесь 70 сантиметров стандарт, будет вентиляционная решетка внизу, в нижней части двери, и будет естественная вентиляция идти, чтобы не было влаги. Нет смысла ставить вытяжки или что-то подобное, вентиляторы там вытягивающие, потому что в принципе все естественно здесь выходит. Вот
это я вам показываю перекрытие крыши. Обратите внимание, они меня порадовали, когда я увидел вот эти вот несущие балки. Они достаточно большого сечения, чтобы не сказать огромные. Ну, то есть рассчитаны на какую нагрузку, я не знаю. Явно с явным запасом, потому что в первом доме, который я построил, вот этот двухэтажный, эти несущие конструкции, они были более хлипкие. И, ну, в общем, когда поднимается сильный ветер, при такой парусности крыши, в общем, немножечко жимно становится. Не сорвет ли ее? Ну, все держится, все нормально, но как-то так ощущение не очень хорошее. А здесь они поставили, ну, очень такое мощное перекрытие. Молодцы, сделали, то есть очень качественно, как по мне. Это гостевая комната, окно. Здесь входная дверь раздвижная, 2 метра шириной, 2 метра высотой. Соответственно, на этой стенке планируется повесить или поставить на подставку телевизор. Дальше у нас здесь вот такая как бы ниша с 2 раздельными входами в спальные комнаты. Вот это налево у нас главная спальня. Здесь круглое окно, как дополнительный элемент декора. И 2 бойницы, вертикальные окна, узкие. Соответственно, здесь по логике должна быть кровать. Я думаю, что это будет queen size, чтобы она не выходила за габариты вот этой стены, за габариты окон. Телевизор на эту стену я вешать не буду. В конце концов, мы сюда приезжаем не телевизор смотреть, а возможно даже, как вариант, я не знаю, напишите, как вариант поставить кровать с спинкой к этой стенке. Для чего? Для того, чтобы вот лежа у вас открывался вид на то, что происходит за окном, а это тропическая жизнь, джунгли, пасущиеся буйволы, ну и все такое прочее. Да, вот эта зона здесь вот до этого столбца, это вот граница участка, я не знаю, здесь 4 метра, наверное. Это зона под парковку. А вот там будет бак для воды и подвод воды, соответственно, с той стороны. Планирую установить счетчик, подключиться, врезаться в водопроводную систему муниципальную. Что дальше? Ну, здесь в главной спальне также ванна, встроенная ванна, ванная комната, вернее, с душевой. Полностью аналогичная планировка ее. И напротив у нас гостевая. Это еще не оштукатуренная. Вот можете видеть, как это выглядит в сыром виде. Штробы. Это вот будет вход электричества вот там с улицы. Оно пойдет наверх, ну, в этот технический этаж, скажем так. Там будет вся разводка электричества производиться по всем комнатам, по всем розеткам и так далее. Ну, вот пока что так. И попробую вас держать в курсе.
всех обновлений, которые будут производиться с течением времени в дальнейшем, завтра, послезавтра и так далее. Сейчас я обойду с другой стороны, чтобы показать с другого ракурса. Ну вот такое вот планируется построить. О темпах строительства я говорю, что вот 15 числа мы, или 14 января, по-моему, подписали контракт. 15 числа уже сделали ритуал освещения участка, закладки дома, ну, ритуал закладки первого камня. Я думал, будут приглашать монахов, но обошлось, просто сделали по своим исанским там языческим традициям, побросали монетки, сусальное золото в яму для опор фундамента. И, ну, соответственно, прочитали какие-то буддийские молитвы, смешали это с языческими ритуалами. Ну, то есть эклектика, все как мы любим. А главное, что это было дешево. Да, еще покажу вот воздухоотводы из септиков. Вот они торчат, видно их. А это подвод электричества будет в этом месте. В общем, пока так. Так я начал рассказывать про темпы. Они приезжают каждый день и, в принципе, работают как зайчики Duracell. Не сказать, чтобы там сильно перенапрягаются, но, тем не менее, чтобы за 3,5 недели возвести вот такое, довести это до такой стадии, я думаю, что это очень быстро. Да, я знаю, что главные проблемы начинаются, когда приступают к стадии отделки и укладки плитки, сантехники и всего такого прочего. Вот здесь вот вся эта инфернальная хтонь, она вылазит. Но пока что я доволен. Посмотрим, как дальше. Мы в этой области вот начали строительство там, вот начали строительство здесь, вот там уже заканчивают. Наш дом был последним вот из этих, которые начали строить. И тем не менее, видите, мы идем со значительным опережением. Ну, у нас, правда, домик поменьше. Ну, те дома, они уже более полугода строятся. Вот они почти завершены. Но тьфу-тьфу-тьфу, пока что я, в принципе, в общем и целом доволен тем, как они строят. Ну, тем более, что я живу-то рядом, я могу их контролировать буквально чуть ли не из окна, чуть ли не с балкона, там тыкать пальцем, что нужно сделать. Ну, не без косяков, конечно. Когда я упоминал, что мы переиграли вот эти вот количество окон в ванных комнатах, они в той ванной сделали правильно, а здесь изначально они вывели окно на другую сторону, то есть со стороны душевой. Ну, в итоге я им указал на это, они заложили с той стороны и пробили с этой. Ну, такое вот, по мелочам бывали какие-то вещи, где они тупили. Ну, вот пока что на сегодня все. Попробую включиться завтра, что у нас будет, какой прогресс.
Я так полагаю, они будут продолжать делать штукатурку, будут делать обшивку вот этого технического этажа. Обшивку, я не знаю, как этот материал называется. Вот я его вам покажу здесь более крупный. Но это какой-то не совсем гипсокартон, но что-то вроде того. Ну, вот так вот. Будут какие-то комментарии, предложения дельные по строительству дома. Присылайте. Прочитаю, по возможности отвечу. Спасибо и до следующего включения.